Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. И сегодня у нас разбор узора. Вот такого симпатичного, шикарного. И схема еще есть. Вот так вот узорчик выглядит. Простенько, но красиво и элегантно. Разбор узора по схеме. Схема у нас тоже есть. Вот она. Сейчас мы быстренько откроем. Вот такая схема. Достаточно симпатичная. Для того, чтобы начать вязать узор, нам нужно набрать колечки. Колечки такого плана. Очень простого. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. В первую петлю столбик с одним накидом. Нам нужно набрать нечетное количество. 1, 2, 3, 4 колечек, потому что мы будем вязать поворотными рядами. И я хотела показать этот узор именно прямого использования. 1, 2, 3, 4. Допустим, если вы захотите вязать палантин, да? Или, может быть, кардиган, или жилет. Идей много. 1, 2, 3, 4. Узор хороший для любых изделий. 1, 3, 4. Набираем мои колечки, с которыми я начинаю вязание практически любой кофточки. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Еще 2. 1, 2, 3, 4. Набрали. 1, 2, 4. И начинаем вязание мы с 2 столбиков в первое колечко. 1, 2, 3. Это первый столбик. И еще один столбик в колечко. Воздушные петельки мы оставляем внизу, а за столбик мы вяжем воздушная петля. Теперь за колечко вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля. Теперь вяжем 4 столбика. По краям мы связали 2 и в конце свяжем 2. А вообще сам узор у нас из 4 столбиков, воздушная петля и 1 столбик в колечко. Очень удобно рассчитывать узор именно в этом плане, что каждое колечко, воздушная петля, у нас идет либо 4 столбика, либо 1 столбик. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Воздушная петля, столбик, воздушная петля и завершаем узор. 2 столбика, как в самом начале. 1 столбик и в самое начало, вот в петелечку, 2 столбик. Идем дальше. Второй ряд. 1, 2, 3 и столбик, столбик, 2 столбик вяжем. 2 столбика. 2 воздушные петельки. В столбик вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные петельки. Из 4 столбиков вяжем 1, то есть 4 с общей вершинкой. 1, 2, 3, 4. 4 столбика с общей вершинкой. Еще разочек. Закрепили. И 2 воздушные. 1, 2. Столбик мы вяжем. Столбик. Ничего не меняем. 2 воздушные. И опять нам нужно из 4 связать 1, 2, 3, 4. Набрали, провязали, закрепили и 2 воздушные петельки сделали. Столбик с накидом.
2 воздушные и столбик 1 и воздушные петельки, где у нас определился первый столбик, 2. Вот, то есть мы с вами провязали основной узор, он у нас уже есть, вырисовывается. Теперь это 2 рядочка. Теперь 2 рядочка, тот же узор, но в шахматном порядке нам нужно провязать. 1, 2, 3 и 4 воздушные петли. Там, где у нас был просто столбик, мы вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 столбика с одним накидом, воздушная петля, и там, где у нас вот такая была шишечка или фонарик, столбик с одним накидом, воздушная петля, и там, где просто столбик, 4 столбика. То есть мы меняем весь наш узор, всю нашу концепцию в шахматном порядке. Так, еще разочек. 1, 2, 3, 4, воздушная петля 1, в эту гущу наших столбиков в центр вкалываем, провязываем. Так, ниточка, да, у нас немножко тут выбивается, воздушная петля и опять 4. Один, 2, 3, 4, воздушная петелька и 1 столбик. Теперь дальше 1, 2, 3, это у нас столбик и 2 воздушные петельки. То есть у нас идет чередование, либо 1 воздушная петля, либо 2. 2 мы применяем в том вязании, в том ряду, когда из 4 столбиков вяжем 1. То есть мы свои 4 столбика собираем в кучку, 2 воздушные петельки. Столбик, который был, провязываем как есть столбик. Вот. Получаем вот такой фонарик, но уже в шахматном порядке. 2 воздушные петельки. Собираем наши столбики. 1, 2, 3, 4. Провязали вместе. И 2 воздушные петельки. И продолжаем вязание в таком абсолютно ненапряжном варианте. 1, 2. И не сказать, что большой ажур, и не сказать, что плотно. Достаточно такого вот вязания. Собрали, закрепили, 2 воздушные петельки сделали и столбик в столбик связали. Вот. И у нас получается вот такой роскошный узор. А если связать побольше, то получается вот такая красота. Берем себе в копилочку таким узором. Да, у меня есть идея. Что-то интересное свяжем. А сегодня, я надеюсь, видео было полезным. И вы таким же узорчиком что-то свяжете, а что-то предложите и мне. Обязательно пишите в комментариях, понравился узор или нет. Схема у нас есть, и это здорово, потому что схема, она всегда нужна, она всегда важна. Вот такая есть. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram, чтобы вязать вместе со мной. И предлагайте свои идеи. Те идеи, которые мне понравятся, я буду обязательно вязать, разбирать схему вместе с вами. Мне очень приятно, что вы вяжете вместе со мной. Надеюсь, и дальше
Через каждый день у меня выходят новые ролики. Надеюсь, и дальше вы будете вязать, смотреть вместе со мной, писать комментарии, предлагать свои идеи. До новых встреч!